Приветствую вас на нашем канале. Сегодня будет вступление в трилогию о планете Нибиру, Ануннака и Фаэтонцев. Выясним, что связывает их между собой. Заглянем в прошлое и пройдемся вкратце о том, что известно нам о планете Нибиру и Ануннака. Упоминание в шумерском пантеоне, в котором описывались две группы богов, Игигов и Ануннак. К Игигам относились главные боги Ану, Инлиль и другие. Местом их жизни были небеса. Ануннаки являлись младшими богами. Жили они в подземном мире, и иногда на земле, иногда и на небесах. Это означает только одно: то, что ануннаки прилетали иногда на землю, а в основном жили на своей планете Нибиру и в подземных городах, так как планета летала через космическое пространство и не содержала атмосферы. Общее число ануннаков составляло около 300. А на Землю спускалось не более 10. Есть упоминание известного исследователя Захария Ситчина, который исследовал шумерскую цивилизацию, из чьей легкой руки начался массовый психоз о летевшей к нам планете Нибиру, которая должна была принести разрушение и катастрофы на Земле. Ситчин приписывал создание древней шумерской культуры ануннакам с планеты Нибиру. По мнению писателя, пояс астероидов был частью планеты, которую шумеры называли Тиамат. Ситчин утверждал, что его исследования совпадают со многими библейскими текстами, что на самом деле является неподтвержденной гипотезой. Нибиру – основной элемент теории Ситчина. Он утверждал, что 10-я планета, а именно Нибиру, имеет вытянутую эллиптическую орбиту, проходящую через Солнечную систему, и которая приближается к Земле каждые 3600 лет. Есть много материалов, озвученных Ситчином, и в фундаментальном труде Елены Блаватской, которая дополняет, а иногда даже опровергает то, что массово муссируется по планете Нибиру. Суть в том, что из-за невнимательного изучения материалов произошло искажение всей летописи с уже всем известным сценарием по прибытии планеты Нибиру и катастрофы, которые предсказывали многочисленные прогнозисты. И ни один из прогнозов не сбылся. Но они с удивительным упорством пытаются муссировать эту тему с прогнозами, которые являются полностью провальными. Давайте разберемся, в чем проблема, что все прогнозисты, в том числе из числа ученых, ошиблись, и мы не увидели планету Нибиру. Существовала эта планета, или это просто красивый вымысел? Начнем издалека, с информации, которую не сможет никто опровергнуть. Это пояс астероидов и планета, которая вращалась между Марсом и Юпитером, известная под названием Фаэтон. Когда планета Фаэтон была уничтожена планетарным притяжением Юпитера, жители Фаэтона покинули ее перед катастрофой и отправились на новую родину, в созвездие звезды Вега. На Земле остались только 7 фаэтонцев созидательной миссии, которая, к великому сожалению, частично не смогла реализоваться. Но сегодня нас интересует, откуда появилась довольно странная планета Нибиру и жители Ануннаки. Что они делали на Земле и какой след оставили о себе. На самом деле Блаватская и другие мыслители, которых она цитирует в своих трудах, сообщали о рождении планеты и живых существ на ней, для того, чтобы помогать некой цивилизации, инспектировать Солнечную систему и сооружать различные объекты на разных планетах. Поэтому у планеты Нибиру и была такая странная траектория движения, как будто кто-то специально создал траекторию, и по этому пути планета путешествовала по всей Солнечной системе, приближаясь поочередно практически ко всем планетам нашей системы. И вот, путешествуя в космосе, ануннаки выполняли миссию, возложенную на них некой цивилизации, предположительно фаэтонцами. Они должны были создать космический портал для перемещения с планеты на планету и другие глобальные космические проекты. Так кто такие ануннаки? Во многих трудах их описывают как рептилоидов, но это не все, что известно. Ануннаки были искусственными существами, без эмоций и переживаний. Они были биологическими роботами, если их классифицировать современным языком. Так вот, путешествие по Солнечной системе привело ануннаков на Землю, и они начали создавать энергетические установки по всей Земле. Но ануннаки из-за отсутствия эмоций, переживаний выстраивали на Земле законы и порядки, которые они считали своим искусственным разумом рациональными. Им нужны на Земле были два элемента
золото и ртуть. Они с помощью этих веществ начали создавать на своей планете топливо для космических кораблей и энергию для разрушительного оружия. Фаэтонцы, как и раньше было, неоднократно пропустили все эти реновации своих биологических помощников. И это привело к некоторым драматическим событиям, свидетелями которыми стала Земля и древние народы. Но об этих событиях мы поговорим в следующих выпусках. Сегодня наш разговор о цивилизациях, которые жили на Земле, но погибли по разным причинам. В предыдущих обзорах мы говорили с вами об этом. Но сегодня проведем исследование сведений от экспедиций частных лиц и государственных организаций, освещенных в прессе и книгах Блаватской, Рериха, документов фашистской Аненербе и нашего современника, врача-офтальмолога Эрнеста Мулдашева. Путь в данных исследованиях лежит далеко за миллионы лет истории земных цивилизаций. И оказалось, что поиск песчинок информации в исторических закоулках, конечно, приносит свои плоды, но самый большой пласт знаний, доказательств, оказывается, содержится на Земле, а точнее в тибетских горах. Существует запись о монахе, который упал со скалы и попал в пещеру Самати, и увидев лемурийцев и атлантов в состоянии Самати, которые исцелили его, предупредили, что все, кто попытается войти в пещеру без разрешения, погибнут. Вход в пещеру защищен энергетическим полем, которое меняет направление, скорость и время. Их человек стремительно стареет, а затем время меняет направление, и умерший от старости человек превращается в нечто. Время просто стирает его. Вот что они передали ему. Время – лишь иллюзия, создаваемая непрерывной сменой состояний сознания на протяжении странствия в вечность. Время не существует, оно покоится во сне. Там, где нет сознания, может возникнуть временная иллюзия, принимаемая за реальность. Монах вернулся в монастырь после падения со скалы, полностью здоровым и с просветленным сознанием. Он написал много трудов, которые до сих пор хранятся во многих монастырях на Тибете. Информацию, которую он оставил в своих записях, сообщалось, что ему успел передать голос. На Земле было несколько цивилизаций, которые погибли, но так называемый генофонд сохранен в пещерах сверхцивилизации. Это вся информация, которая сохранилась в рукописях на Тибете и цитируемая в разных источниках о человеке, который побывал в пещере Самати и увидел существ как минимум двух предыдущих цивилизаций. Информация монаха о пещере распространилась, и было найдено много пещер. И несмотря на предупреждения, попытки войти в пещеру были предприняты в большом количестве. Сколько погибло людей там, трудно посчитать. Даже в коммунистическом Китае была предпринята массовая попытка проникновения в пещеру Самати. По неподтвержденным источникам, китайцы погубили многие тысячи солдат. Им удалось извлечь тела нескольких атлантов, которые до сих пор хранятся на одной секретной военной базе, в специальном помещении. Существует информация, что там хранятся не только атланты, но и другие существа, в том числе и неземные. Но информация об этом меньше, чем о пресловутой американской зоне 51 в Аризоне. Но дальнейшие попытки проникновения в другие пещеры были полностью прекращены, так как за эту акцию Китай заплатил очень большую цену. Есть запись истории, которую рассказал бывший солдат своим детям, под строгим секретом, но все тайное становится явным, и данная информация стала доступна нам. Есть еще некоторое количество слухов и историй о данной спецоперации от других участников, но это более подробно записано с его слов, а не только передается как какие-то небылицы. Вот маленький отрывок из полуторачасового рассказа бывшего солдата, записанного его детьми. Это он рассказал им только когда власть в Китае сменилась. Только тогда он решился рассказать, что произошло с ним. Очнулся он от ощущения, что его тащат по земле. Открыв глаза, он увидел, что его тащили к выходу. Вот, наконец, он оказался вне пещеры, и его попросту откинули в сторону. Он так и остался лежать с открытыми глазами и наблюдать, как одного за другим извлекали его сослуживцев с помощью веревок. Странно, что все они были небриты и с длинными волосами. Многие были сильно изувечены. Но вдруг он увидел, что из пещеры появилась громадная нога, а затем тело странного человека длиной не менее 3 метров. Он от изумления попытался приподняться, но на него кинули очередного сослуживца, и он потерял сознание. Очнулся в больнице. К нему приходили люди в штатском и военной чины. Интересовались, что он запомнил, и когда он рассказывал свои воспоминания, ему сказали, что он ударился головой и у него случились галлюцинации. В пещере произошел взрыв. Геологи, которые там находились,
остались там. Их нужно было вытащить из пещеры. А в пещере скопился какой-то газ, который вызывал галлюцинации. Ему сообщили, что государство выплатит хорошую сумму и отпустит домой после лечения. Сегодня мы коснулись информации о пещерах Самати и тех существах, которые до сих пор находятся в этих тайных пещерах. На сегодня завершаем обзор. В следующих частях мы продолжим разговор о планете Нибиру, ануннаках и конфликте фаэтонцев с ануннаками, которые спровоцировали сами ануннаки. Выясним, куда делось золото и ртуть, которые добывали ануннаки на Земле, но не успели отправить на свою планету, так как им помешали фаэтонцы. Всего хорошего, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал.